Всем привет! В сегодняшнем видео продолжим разработку игры в жанре Survival Horror на Unreal Engine 5.6. В сегодняшнем видео я буду продолжать работать с системой карты. Напоминаю, что страница игры в Steam доступна в публичном, уже в публичном доступе, поэтому не забывайте переходить по ссылке и добавлять игру в виш-листы. Релиз игры назначен на конец этого года. Давайте покажу, на чем мы остановились. В прошлом видео у нас есть такая карта. Мы можем ее увеличивать, отдалять, приближать и также перемещаться по ней. Мы настроили границы, за которые мы не можем выходить в плане смещения и в плане увеличения. Небольшие изменения есть, это я здесь немножко все оформил, во-первых. Во-вторых, немножко поменял местами логику, то есть когда мы вращаем колесико мыши, мы сначала меняем масштаб, а потом уже вот здесь меняем масштаб, да, то есть высчитываем целевой scale, target scale, потом мы высчитываем новые минимальные и максимальные границы смещения, и только потом, это можно удалить, и только потом мы здесь просто обновляем переменную target translation, то есть куда нам нужно сместить карту. Потом мы применяем масштаб, и только потом применяем уже смещение. Таким образом у нас при изменении масштаба карты, то есть если мы подвинулись куда-то вверх, да, и потом мы меняем scale, то есть мы сначала меняем scale, а потом уже возвращаем карту туда, куда нужно, то есть опираясь на границы. Вот, так, теперь в этом видео я хочу уже начать связывать систему карты с системой взаимодействия, сохранений и, может быть, с системой квестов еще. Давайте начнем потихоньку работать. Ну, во-первых, давайте, как обычно, да, начнем. Так, для двери у меня пока нет. Ну, или нет, давайте все-таки с двери начнем. То есть открываем наш blueprint двери. У нас тут уже есть компонент ACBP Map Info. То есть мы его тоже откроем сейчас и с ним тоже будем работать дальше. То есть я заранее открою все, что мне нужно. Так, у нас тут есть переменная info типа structure map info. То есть эту структуру тоже открываем. Так, теперь location, rotation, is visible. Нам нужно добавить еще одну переменную из discovered, да, то есть найден ли вообще изначально этот предмет. Is discovered. Вот. Сохраним. Теперь в blueprint двери. Так, этот убираем. То есть у нас тут есть какая-то логика, да, что когда мы пересекаем вот этот вот бокс коллизии, у нас вызывается логика. Только в том случае, если дверь закрыта, мы будем один раз отправлять в наш главный виджет сообщение о том, что нужно добавить маркер. Но мы должны это делать только тогда, когда мы еще этот маркер не добавляли на карту. То есть, конечно, можно сделать do once, но правильнее будет сделать вообще полностью удалять этот триггер коллизии, точнее эту коллизию, да, чтобы она у нас постоянно не просчитывала коллизию. То есть отработал один раз, и потом можно ее смело удалить. Поэтому мы сейчас вызовем destroy component box detected. То есть в конце мы просто будем удалять эту коллизию. Это во-первых, да. Во-вторых, что мы будем отправлять еще сюда? Это маркер, да. Мы будем отправлять еще... Так. Мы должны тип иконки отправить, во-первых, да. То есть, чтобы знать, какую иконку нам нарисовать. Поэтому давайте здесь, так, входной параметр добавим. Входной параметр. И, скорее всего, я буду создавать enum, чтобы мне было проще работать. Так, давайте назовем его enum map markers. Здесь я создам просто список маркеров, которые у меня вообще есть в игре. Ну, во-первых, давайте сделаем дверь. Во-вторых, это у нас будет точка сохранения. Дальше у нас будет save.
точнее, save это точка сохранения, а save это сейф, а save это точка сохранения. Вот так вот будет. Надеюсь, не буду путаться. Keypad будем обновлять. Ну и квест, да, то есть цель квеста. И теперь, получается, здесь нам нужно добавить входной параметр marker type. Вот, это будет у нас enum. Так, map markers, да, вот так вот. И здесь, получается, мы будем преобразовывать этот тип в конкретную текстуру маркера. Соответственно, когда мы будем создавать этот виджет, нам нужно будет подавать сюда определенное значение. То есть либо сразу enum сюда подавать, либо сразу преобразовывать в текстуру и кидать сюда. То есть надо определиться, где будет логика. Либо в самом этом виджете на преконстракт повесить, да? Либо здесь, да? Наверное, будет логично сделать это в самом этом дочернем виджете. Так, откроем папку с виджетами. Controls, WPP, Map, Marker. Здесь сделаем также входной параметр. Marker type. Тип назначаем наш enum, который мы только что создали. Сделаем параметр доступным для редактирования и expose and spawn, да? Теперь на преконстракте мы будем вытаскивать эту переменную, делать switch. И просто потом я буду здесь по мере обновления моих иконок, буду здесь обновлять логику. Так, image, давайте делаем это переменной. Ну, итак, у нас уже переменная, давайте просто image сделаем. Так. Мы вытаскиваем image и вызываем у него set brush from texture. И давайте теперь настраивать. Если это у нас save, то у нас будет вот такая текстура. Далее дублируем. Если это у нас кнопка сохранения, точнее точка сохранения, да, то будет вот такая текстура. Так, если это у нас keypad, это будет вот эта текстура. Если это у нас quest, то будет вот эта текстура. Так, что еще у нас? Так, что не назначил? Дверь. Для двери у меня пока нет текстуры. И еще сюда нужно добавить, батарейка у нас уже есть. Теперь, если это у нас будет батарейка, то будем текстуру батарейки назначать. Так, значение по умолчанию давайте сделаем. Посмотрим, как будет выглядеть. Так, забыл подключить таргеты. Таргет сюда, сюда, сюда и сюда. Так, ну и давайте по умолчанию, пускай будет marker type, у нас будет по умолчанию, ну, пускай пока что safe, да, будет. Вот так вот выглядит наш маркер, будет выглядеть. Так, теперь нужно задать ему сразу размеры. Так, размер, где нам сделать размер? Так, ну размер у нас должен быть. Давайте попробуем сейчас вручную закинуть, посмотрим. Так, мы закидываем на Canvas Panel обычно. WBP. Map Marker. Так, куда он у нас закинулся? Так, размер, давайте size to content. И будем... Так, и давайте размер здесь тоже подрегулируем. 25 на 25 сделаем, как было, да?
Вот такая вот будет иконка. Можно сразу ей еще цвет назначать определенный, да? Давайте тоже сделаем цвет. Так, image. Так, давайте это продублируем сюда, сюда, сюда. И какой параметр ей менять? Можно tint, да? То есть в зависимости от того, какой tint сюда назначим, такого цвета и будет у нас текстура. Так, brush, tint. Посмотрим, можно ли сразу вызвать отсюда set brush tint color, да? Этот цвет можно сделать переменной. По умолчанию давайте пускай будет белый цвет. И сделаем так, чтобы можно было ее также редактировать при создании виджета. То есть теперь я могу взять этот наш VBP Map Marker и ему задать определенные значения, да? Так, вот по дефолту, которые. То есть я могу сделать его, например, зеленым. У меня будет зеленый значок. Если красным, то красным. Ну, например, если дверь закрыта, мы ее, допустим, сделаем красным цветом. Если нам нужно будет обновить маркер, что у нас вот дверь разблокировалась, то мы ее сделаем зеленой, либо вообще выберем с карты, да? Ну, на всякий случай пусть будет такая логика. Теперь, получается, маркер type подаем сюда. То есть какой тип мы отправим, такая текстура и будет рисоваться. Ну и теперь давайте я быстро... Так, ладно, давайте пока проверим, чтобы у нас сейф добавлялся. Ну, вообще посмотрим, добавляется или не добавляется текстура. Хоть какая-то. То есть я вот попал здесь в коллизию. Должна была нарисоваться текстурка. Не нарисовалась. Либо я отключил коллизию. Так, ну давайте заново смотреть. Где-то что-то поменяло, видимо, и что-то перестало теперь работать. Так. Так. Давайте проверим вообще, вызывается ли это событие у нас. Может быть, я что-то где-то отключил. Пусть будет hello. Hello вызвался, то есть, по идее, должен был быть нарисован наш... вот да, вот значок появился у нас, да, но он такой маленький получился. Можно сделать значки тогда чуть-чуть побольше. Давайте сделаем их по умолчанию 50 на 50. И давайте по умолчанию цвет сделаем черный. Так, print можно отсюда удалять. Давайте идем смотреть, появилась ли у нас иконка. Стала розовой почему-то. Так. Так, что значит эта галочка inherit? Так, давайте попробуем заново виджет создать. Точнее, заново ноду создать эту. Давайте все переключим сюда, сюда, сюда и marker type сюда. Давайте я попробую сейчас заново запустить. Все равно розовая, да? Ну ладно. Я думаю, потом с этим я еще разберусь. Похожая проблема была у нас при создании кнопок здесь квеста. Тоже почему-то розовые по умолчанию были. Приходилось вручную назначать цвет каждой кнопки. Ну ладно, то есть пока что маркер у нас, добавление маркера работает. Теперь также мы настроили, что у нас box collision удаляется
при взаимодействии, да, то есть маркер мы при обнаружении добавляем только один раз. Соответственно, теперь нам нужно будет изменить значение в переменной у актор компонента mapInfo, что мы уже обнаружили этот маркер. Так, getInfo, setMembers, и будем здесь говорить движку о том, что мы уже нашли этот маркер. Для чего это нужно? Для того, чтобы когда мы будем сохранять это все, загружать, соответственно, при загрузке мы будем понимать, что этот значок мы уже нашли, и, соответственно, можно спокойно удалять этот компонент, чтобы он у нас просто так не висел и не просчитывал коллизию, пересечение с этой коллизией. Так, теперь, как нам эту информацию закинуть в mapInfo? Логично, что где-то должен храниться список маркеров, которые уже добавлены на карту. И, соответственно, этот список нужно будет сохранять и загружать. Я так думаю, что в самом виджете, скорее всего... Так, во-первых, список маркеров должен быть, чтобы виджет мог обращаться к этому списку и в начале игры прорисовывать все маркеры. И отдельно должна быть где-то переменная, которая будет хранить в себе вот эти данные, чтобы раздавать их акторам mapInfo. Так, давайте я открою нашу систему сохранений. Вот он у нас BP Save Game. Какие тут переменные хранятся? Состояние дверей, триггеров, текущий уровень. Так. Список активных и завершенных квестов. И где-то должен быть еще... То есть эта переменная не должна быть связана с состоянием, потому что мы можем даже не взаимодействовать с этой дверью ни разу, да, то есть не открывать ее, не подбирать какой-то кодовый замок, точнее код для кодового замка, да, но мы можем просто прийти рядом с этой дверью, и она автоматически добавится у нас на карту. Поэтому нам нужно будет, я думаю, создать здесь еще одну переменную типа map, да, и у нас здесь будет храниться значение, у которой ключ будет уникальный ID предмета, а значение будет состояние, точнее, вот этот вот mapInfo, да, переменная из mapInfo. Где она у нас? Вот здесь. Поэтому, я думаю, нужно создать здесь еще одну переменную. Так, map. Так, давайте вот так вот сделаем. Actors назовем. Actors mapInfo. Так, теперь у нас будет здесь тип string, и здесь у нас будет map, и здесь у нас будет structure. Так, опечатался. Structure map info. Компилируем. Так, и теперь у нас здесь будет храниться список, да, предметов, которые были каким-то образом взаимодействовали с картой уже. Теперь, получается, когда мы запускаем игру, у нас вызывается событие здесь begin play. Вот здесь мы читаем из файла сохранений состояние двери, да, открыта она, закрыта и так далее. То есть активирован ли был триггер, который, когда мы сталкиваемся с дверью, чтобы персонаж сказал, что дверь закрыта и так далее, да. Вот, теперь нам нужно будет также обратиться к этой переменной. Так, давайте я вот это вот пониже опущу чуть-чуть. Так, также нам нужно будет, получается, так, Save Manager у нас, да, это, я так понимаю. Так, и я так понимаю, нужно будет еще, ну, еще одну функцию создать в Save Manager, да? Это, соответственно, получить get actor map info.
Вот так вот мы будем это делать. Что мы будем? Мы будем брать наш SaveGameObject, доставать из него вот эту переменную actorsMapInfo. Get actorsMapInfo. И в ней искать определенные значения. Соответственно, эта функция будет требовать входной параметр. Unique ID будет. Типа string. Мы будем в массиве искать это значение. Точнее, в словаре. Если она будет найдена, функция будет возвращать результат о том, что она найдена. Result. Точнее, давайте is found. Вот так будем делать. Это у нас boolean. Ну и сама структура info. Да? Structure map info. Так, если найдено, ставим is found true и возвращаем структуру. Если не найдено, то просто отправляем false результат. Теперь получается на begin play, то есть после того, как мы здесь поработали состоянием предмета, да, то есть мы получили, все как надо сделали. Следующим шагом мы будем вытаскивать информацию об взаимодействии с картой. Get actor map info. Что мы делаем? Подаем сюда наш unique ID из этого компонента. И спрашиваем у нашего save менеджера, есть ли запись. Если найдено, то есть если найдено, тогда мы будем дальше делать какую-то логику. Берем нашу структуру, смотрим на этот параметр из Discover. То есть если маркер уже был обновлен, то, соответственно, нам можно просто удалить вот этот box collision. То есть чтобы он просто так у нас не висел, не отнимал ресурсы наши. Все, просто вызываем destroy component. Таким образом, получается, двери у нас теперь будут опрашивать файл сохранения и обновлять, точнее, либо удалять этот триггер, либо не трогать его, да. То есть, если мы еще не нашли этот маркер, то, соответственно, мы ничего делать дальше не будем. Так, теперь давайте убедимся, что все данные у нас хранятся в BP Save Game, поэтому автоматически при загрузке и сохранении эта переменная у нас будет обновляться. Так, далее. Теперь, как обновлять будем маркеры в самом виджете карты? Соответственно, при загрузке игры нам нужно будет либо чтобы виджет сам опрашивал систему сохранений, либо чтобы виджет сам опрашивал систему сохранений, брал этот список маркеров, да, и сам их рисовал. Либо сделать можно так, чтобы каждый актор отправлял сообщение виджету, вот в этой ветке, да, когда он находит запись свою, чтобы он отправлял виджету сообщение о том, что нужно нарисовать маркер на карте. Так. Угу. И какой бы подход здесь выбрать? Надо подумать над обоими подходами. То есть, если мы будем из актора отправлять сообщение виджету, в чем плюсы, да? Что, в принципе, мы уже здесь один раз обратились к save менеджеру, и нам не надо будет из виджета его повторно дергать. Соответственно, нужно будет просто взять нашу ссылку на виджет, отправить сообщение, add marker, и виджет просто его заново нарисует, заново создаст и куда нужно прикрепит. Ну, наверное, я думаю, так и можно будет сделать, да? Давайте так и сделаем тогда. Достаем наш player controller. Get player controller. Из него вытягиваем get HUD. Потом из него вытаскиваем наш main widget. И ему отправляем сообщение о том, что нужно нарисовать маркер. Точнее, не ему самому, а дочернему виджету map.
Вот такая вот получается система. Location подаем actor location, само собой. И тип marker type. Ну, теперь давайте уже ставить давайте здесь будем в этом actor компоненте хранить эту переменную. Так, где наш actor компонент? Вот здесь. Marker type. enum map. Так. enum map markers, да? То есть теперь будем просто отсюда брать из нашего этого actor компонента, вытаскивать get marker type и подавать его виджету. Главное потом не запутаться. Соответственно, получается, что у нас теперь? Загрузка работает, сохранение в принципе тоже должно работать. При добавлении маркера на карту мы должны менять... Так, это где? Вот здесь. Здесь. Так, мы должны менять... нам нужно еще одно сообщение сделать. Во-первых, у нас тут есть функция, чтобы получить состояние get actor map info. И, соответственно, нам нужно сделать еще set actor map info, да? То есть, чтобы обновлять эти данные. Так, давайте создаем здесь кастомный event. Set actor map info. Input у нас будет ID. ID нашего предмета. Ну, либо предмета, либо актора, да? И, соответственно, сама информация, которую мы будем подавать. При вызове этого события мы будем брать наш SaveGameObject, getSaveGameObject, будем брать из него переменную actorsMapInfo и добавлять в нее значение. Ой, не find, а add. Так, unique ID ключ назначаем этот, а info этот. Соответственно, теперь, когда мы добавляем маркер на карту, то есть когда мы подошли к ней достаточно близко, да, мы должны будем не только виджету отдать команду на отрисовку этого маркера, вот, add marker, но и также обновить его состояние в Save Manager, да. Так, достаем наш Save Manager и отправляем ему сообщение set actor map info. Unique ID подаем наш Unique ID. Map info, вот как раз эта структура, которую мы здесь забыли поставить галочку из Discovered. Вот сюда мы ее как раз подаем. Так, ну давайте попробуем запуститься. Посмотрим, работает ли или нет. Так, вот открываем карту сейчас. Видим, что ничего здесь нет у нас. Хорошо, давайте подбежим к нашей двери. Маркер должен был появиться. Появился. Теперь я возьму фонарик, потому что без фонарика мне сложно иногда попасть в туалет. Бежим в туалет. Создаем новое сохранение. 86 и выходим из игры. Теперь давайте попробуем запустить игру, загрузить. Так, видим, что здесь пока ничего нет на карте. Выходим в главное меню. Теперь нажимаем загрузить игру. Загружаем 86 слот. Открываем карту и мы видим, что маркер у нас на месте. То есть теперь у нас карта работает в связке с системой сохранений. То есть осталось теперь просто эту всю логику скопировать, продублировать во все блупринты, которые у нас будут связаны с картой. В первую очередь давайте сделаем save.
где у нас BP Safe. Давайте открываем наш BP Safe. Тоже добавляем сюда наш Actor Component. Компилируем и сохраняем. В нем сразу marker type ставим на Safe. И здесь надо не забыть, что здесь мы ставим, что у нас стоит дверь. Теперь, получается, на BeginPlay нужно скопировать также, точнее не на BeginPlay, а нужно также бокс коллизии ему добавить. То есть, когда мы будем его помечать на карту, то есть, когда мы будем достаточно близко к нему подходить, ну, давайте куда-нибудь вот сюда сделаем. То есть, если игрок окажется вот тут, то автоматически маркер будет создаваться на карте. Как-то вот так, да? Давайте ему также на onComponentBeginOverlap прописывать. Будем просто копировать отсюда. Посмотрим сначала, какие переменные здесь могут нам понадобиться, какие нет. Так, здесь все то же самое, здесь все то же самое. MapInfo, TargetInfo. Так, Destroy Component. В принципе, все можно скопировать. И единственное, что нужно будет только вот эту переменную проверить. isLogged. Поменять на isLogged на isSolved. Если у нас сейф будет решен, то, соответственно, мы будем ориентироваться на вот эту переменную. Если решен, то, соответственно, мы не будем добавлять на карту маркер этого сейфа. Так, теперь на BeginPlay также нужно сделать проверку. Где у нас? Тут у нас система намного проще. Так, давайте через Sequence также сделаем. Тоже можно скопировать просто из двери. Получается, обращаемся к нашему Save менеджеру, отправляем наш уникальный ID, достаем данные. Если мы уже взаимодействовали с этим маркером, удаляем Box Collision и отправляем команду на отрисовку виджету. Здесь можно практически все без изменений скопировать. Давайте попробуем запуститься. Так, идем в эту комнату, где у нас сейф находится, да? Сейф должен был добавиться уже. Если я опять не напутал с коллизией. Угу. Так, коллизия здесь должна быть. Вот она у нас. Или я недостаточно близко подошел. Вот сюда надо возле стола встать. Давайте попробуем. Так, сейф у нас не добавился на карту. Где-то что-то, видимо, пропустил. Давайте отслеживать, вылавливать. Так, где у нас тут? Так, ну я забыл вот здесь вот эту проверку сделать, подключить. Давайте попробуем еще раз. Так, нет, не сработало. Так, ну давайте через SprintString отлавливать все. Так, здесь все работает, должно работать, по крайней мере. Давайте будем через SprintString вылавливать. Должна появиться надпись Hello. Надпись Hello не появилась. Наверное, что-то с коллизиями. Так, вот у нас Box Detected. Так, Query Only. Так, вообще-то, да, почему-то они не скопировались настройки. Давайте вот так вот сделаем.
тоже нет, не сработало. Скорее всего, она у нас слишком высоко, да, на уровне находится. Хотя нет. Вроде бы нормальная коллизия. Так. Query only, no physics collision. Хорошо. Ignore стоит на всех. Pound стоит overlap. On component begin overlap. Стоит. Я забыл, вот здесь нужно было сделать. То есть только если не решен. Теперь, скорее всего, все заработает. Да, вот hello вызвалось. Вот у нас появился маркер сейфа. Теперь давайте бежим сохраняться. Ну, давайте заодно эту дверь тоже добавим на карту. Вот у нас дверь и сейф. Ну, для двери мы не сделали еще текстуру. Бежим, сохраняемся. Так, давайте я сохраняюсь. 87-е сохранение. Так, открываем, проверяем. На карте нет ничего. Теперь выходим в главное меню и загружаем игру. Открываем карту. Вот они, наши маркеры, остались, сохранились. Ну, теперь мы, можно смело работать дальше. Во-первых, нужно, скорее всего, в следующем видео я уже добавлю отдельную текстуру для двери. Решу еще, как ее отображать. А сейчас давайте я просто внедрю эту систему ко всем остальным предметам. Так, во-первых, нам нужно в Keypad добавить такую же систему. Так, копируем наш box collision. Так, сразу проверяем его настройки коллизии. Да, они почему-то, видите, здесь по умолчанию сбрасываются. Так, сразу прописываем ему onComponent begin overlap. И добавляем также actor component. Так, и давайте все то же самое копировать. Так, принтеринг отсюда удаляем. И копируем сюда. Здесь нам проверку не нужно никакую выполнять, то есть у нас кейпад будет показываться всегда. Только проверка на то, что именно игрок пересек триггер. Хорошо. Так, какая здесь проблема у нас? ACBP Saveable, да? Значит, тоже нужно будет сюда добавить этот компонент Saveable. Так, и не забыть ему сгенерировать уникальный ID для всех предметов на карте, у которых есть этот actor компонент. Так, ну и проверка теперь на Begin Play. Так, копируем. Так, и у нас здесь Begin Play не было, поэтому мы создаем новый Begin Play. И просто все вставляем сюда. То есть ничего даже не нужно делать. Так, и вообще, знаете, как по-хорошему можно сделать? Раз у нас тут максимально сократить то, что я копирую и вставляю, можно немножко это все оптимизировать. Раз уж я копирую и вставляю без каких-то изменений, то я могу эту всю логику перетащить в vector component. Поэтому давайте я сейчас открою наш vector component и создам у него определенное кастомное событие. Давайте назовем его custom event. Он будет у нас называться check. Давайте check info будет называться, да, просто. Check info, допустим, да. Так, что мы... Единственное, что нам нужно будет сюда подавать. Так, save manager у нас глобальный. Это можно не трогать. То есть это у нас... То есть это нужно будет сделать в виде инпутов, я так думаю. Так, давайте сюда подаем unique ID.
И подключаем это дело сюда. Все, это убираем. Далее, что мы еще? Так, ссылку на компонент будем. Так, какой здесь у нас actor компонент, да? Actor компонент. Ссылка на actor компонент у нас будет идти. Она будет называться у нас box detected. То есть мы уничтожаем вот этот вот компонент. Так, это удаляем. Так, дальше getPlayerController, getHUD это остается. Это мы можем везде найти. Так, и actorLocation. Так, это меняем вот сюда. Вот так ставим. И actorLocation тоже можно подавать, в принципе, в качестве инпута. Так, это у нас вектор, и назовем его actorLocation. Вот, подключаем это сюда. Это удаляем. Вот, и теперь я буду просто у объектов вызывать, вместо вот этого вот всего, я буду просто вызывать вот эту вот функцию. Точнее, не функцию, а событие. Вызываем у него check, info. Подаем сюда unique ID наш. Подаем сюда box collision. Так, box detected, да? Где он у нас? Вот он. И actor location. Теперь намного проще это будет все масштабировать. Компилируем. Теперь я буду просто вот это все копировать. Небольшой вот такой кусочек. Теперь вместо вот такой вот большой проверки я буду просто вот такой кусочек вставлять. То же самое здесь. Так, это у нас keypad. Это у нас... Это что у нас? Save. Так, и давайте в дверь тоже так же делаем. Удаляем отсюда вот этот кусок. И вставляем вот этот. То есть теперь логика у нас хранится в самом actor компоненте. То есть сюда только входные параметры определенные подаются. Так, и теперь получается эту логику в принципе тоже можно, да, вынести в actor компонент. Условия только оставить определенные, что взаимодействие идет именно с игроком и так далее. Do once тоже можно также оставить. Хотя это в принципе все остальное можно, вот это все можно вынести в actor компонент. Давайте это все скопируем. Так, вот он наш actor компонент. Так, давайте назовем событие add marker to map. То есть добавить маркер на карту. Вызываем do once. Так, это оставляем глобальное. Это все так оставляем. Так, actor location будем подавать сюда. Только. Тут меняем все на местные переменные. Так. Точно так же, да, нам нужно unique ID сюда добавить. Давайте вот так по порядку. Actor location. ID предмета. Ну и ссылка на компонент, который можно будет уничтожить. Так, теперь location подключаем сюда. Это удаляем. Да, что такое попасть не могу. Далее. Так,
ссылка на компонент. Это тянем сюда. То есть нам можно будет удалять наш box collision. Так, и Unique ID мы тоже передаем сразу вот сюда. Вот, и теперь нам можно будет просто точно так же обратиться к нашему actor компоненту и вызвать у него событие add marker to map. Подаем сюда actor location. Так, вытаскиваем unique ID. И ссылку на компонент коллизии. Вот, все можно удалять. Хотя единственное еще что? Маркер, тип маркера, да? Ну все правильно. Это нужно будет просто здесь один раз настроить. В самом actor компоненте нужно не забыть подавать сюда вот эту переменную marker type. Теперь мы это просто вот этот кусок также копируем везде, где нам надо. Так, это у нас keypad. Так, так, не забываем у keypad поставить тип иконки keypad. Так, теперь это что у нас? Это у нас save, если по-русски говорить, да? Точно так же это все можно удалить и вставить вот этот новый блок. Так, это у нас что осталось? Это у нас... Так, ну давайте попробуем, посмотрим, что у нас работает, что нет. Подбегаем к сейфу. Хорошо, теперь подбегаем к какой-то двери. Допустим, к этой. И теперь подбегаем еще к кодовому замку. Открываем карту. Смотрим. Так, сейф появился, дверь появилась, кодовый замок не появился. Так, кодовый замок, возможно, нужно... Да, бокс коллизии чуть-чуть подвинуть, чтобы она у нас находилась с передней стороны от кейпада, во-первых. Во-вторых, где-то вот по центру, да? Коллизии, проверю еще раз, назначено тут. Правильно? Да. Бежим к нашему кейпаду, смотрим. Где-то здесь он должен появиться на карте у нас. Да, вот он появился у нас кейпад. Вот такая вот иконка появилась. Кейпада, дверь. К сейфу мы не подбегали, поэтому и ее на карте нет. Ну и, соответственно, теперь, если я... Так, давайте еще раз проверю. Теперь я сохранюсь. Так. Будем пятиться, потому что я не вижу, где дверь находится. Так. Давайте 88 сохранение. Загружаемся. Открываем карту, смотрим. Вот он, наш кейпад нарисован на карте. В целом, теперь осталось мне что? Какие у меня предметы еще появляются на карте? Это, аптечка, да, у нас? Аптечка. Так, давайте также аптечку сделаем. Это у нас BP Master Item, насколько я помню. Так, нет, вот это. Вот. Сюда добавляем
map info. Так, бокс коллизии добавляем. Box detected. Куда он делся у нас? Вот он. Так, ну его можно приблизительно по центру, да, сделать. Так, а теперь получается на... Так, сразу коллизии смотрим. Ставим только на пауна реакцию. Так, on component begin overlap. Теперь намного легче масштабировать. То есть я просто буду копировать вот эти условия. Ну, вот этот небольшой блок, да. Так, не скопировалось. Иногда бывают такие глюки. Да, вот все. Тут проверяем, что именно персонаж пересек этот триггер. И все, отправляем сообщение нашему виджету. И точно так же на BeginPlay у нас будет идти проверка. Тоже просто скопируем этот блок. Так, где у нас проверка на BeginPlay? Вот такой вот небольшой кусочек. Всего лишь нужно будет копировать сюда. Так. Так, теперь единственное, что осталось еще, это получается у нас лут. Мастер айтем может быть и батарейки, и аптечки, но текстуры для них разные, да, у всех. Поэтому на Event Construct, скорее всего, да, там, где мы как раз-таки mesh вытаскиваем, можно будет можно даже сразу, в принципе, в таблицу данных внести эту информацию. Вот здесь мы вытаскиваем static mesh. Угу. То есть мы здесь static mesh, материал выкладываем в зависимости от того, какую строчку мы изначально здесь выберем, да? Соответственно, также можно, ну, можно либо заранее вписать это все в data table, да, чтобы потом не путаться уже, либо что? Я думаю, можно сразу в data table это закинуть. Так, давайте открываем наш data table, открываем нашу структуру, добавляем переменную, называем ее map marker type. И здесь выбираем наш enum map markers. Сохраняем. Теперь у каждого предмета здесь у нас есть дополнительное поле, в которое я могу выбрать, какая текстура будет выбираться. Вот для батарейки я выбираю именно батарейку, текстуру батарейки. И теперь в мастер айтеме, когда мы будем вытаскивать эти данные из таблицы, мы будем просто назначать значение, задавать значение местной переменной. Практически все предметы у нас будут, мастер айтем, все будут лутовые, да, то есть практически все должны будут отображаться на карте, поэтому я думаю, логично сразу эту структуру внести. Так, ну давайте попробуем кинуть где-нибудь аптечку. Точнее, не аптечку, а батарейку. Видите, у каждого теперь появился бокс коллизия. Но так как им не заданы еще текстуры, соответственно, там, скорее всего, ничего и не появится, да? Ну, либо появится что-то невразумительное. Давайте я вот сюда закину наш предмет и сделаю так, что это будет у нас так. Role name. Вот я здесь могу выбрать, точнее, батарейку, да, я хотел сделать, да, батарейка. Не забываем генерировать ID для всех предметов. Ну, давайте попробуем подбежать к этой батарейке поближе, чтобы она точно появилась на карте. Вот она. Теперь открываем нашу карту и видим, что вот наша батарейка, иконка батарейки появилась. То есть, если вдруг я пробежал мимо нее и забыл собрать, либо у меня места не хватило в инвентаре, она у нас отметится на карте. И точно так же это все будет сохраняться и загружаться. Ну, конечно, осталось еще теперь сделать логику,
при поднятии, например, этого предмета, да, когда мы поднимаем лут, либо когда мы решаем сейф, либо когда мы находим ключ от запертой двери и открываем ее, соответственно, нужно удалять этот маркер, во-первых, из виджета карты, да, чтобы он больше не отображался. Во-вторых, удалять его из списка маркеров у сейф-менеджера, чтобы потом, когда мы будем загружать игру, чтобы эти иконки не появлялись на экране. Точнее, не на экране, а на сцене. Вот. Ну, в целом, я думаю, пока на этом видео можно закончить, а останется вот как раз таки то, что я сказал, что осталось сделать, разобраться с цветом иконок, текстур, да, потому что они почему-то розовые появляются у меня. И, скорее всего, еще нужно будет доработать с картой. Это тот момент, что изначально карта не должна быть полностью открыта, а она будет открываться у нас по мере прохождения, да, то есть изначально, когда мы будем открывать карту, у нас будет виден только, например, вот где мы начали игру, допустим, в палате временного содержания, у нас изначально будет она вот здесь только видна, а все остальное будет либо черное, либо серое, либо пеленой закрыто, да, ну, либо просто текстура пергамента будет, да, или листа бумаги. А по мере того, как мы будем открывать, попадать в новые комнаты, у нас будет открываться, соответственно, кусочек карты. Вот с этим тоже нужно будет разобраться. Но это скорее больше уже потом, на этапе полировки будет уже, потому что в целом на сам процесс игры уже эта механика не влияет, поэтому даже в качестве, может быть, даже в демке, может быть, даже и так получится оставить. Ну, посмотрим, то есть это, скорее всего, я уже буду так допиливать по ходу где-то за кадром, а потом уже буду делиться с вами, что и как получилось. На этом видео все. Напоминаю всем, что вы можете перейти по ссылке в описании и добавить игру в виш-лист. Пишите комментарии, ставьте лайки, оставляйте пожелания, замечания, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.